Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубов. И сегодня будем дальше тестировать ребаланс предметов, но на самом жирном персонаже в игре это Брюс. Брюс! Жалко, что у него кассетная бомба, нету пока 4 слота. Я вам обещал 4 слота, значит 4 слота будут. Правда, у меня сейчас есть такое нереальное желание немножко потянуть время до определенного момента. Я хочу 18-й лиги дождаться, которая будет, но неизвестно когда. В общем, сегодня будем тестировать Брюса через бинт. Хотя у него, кстати, вот 9-й бинт. Но все равно будем тестировать. С кассеткой, без дефибриллятора и зубами вампира. 11-ми, кстати. 56%, если что, хилит. Почему так? Ну, вы уже видели на крабе, что такое бинт, что такое зубы вампира. И что такое на тебя нападает орел, ты хилишь фулл хп после того, как он тебе почти фулл хп снял. Да? И потом идешь драться с ним снова. У него нет этих фулл хп. Это сейчас настолько имбово, что слов нет. Но это опять же для нединамичных боев и для дальников больше подходит, наверное. Хотя сегодня потестим это на Брюсе, посмотрим, будет ли такая мясистая сборка тащить или нет. Отправимся, конечно же, в командные бои. Конечно, без дефибриллятора это огромнейшая ошибка, которую нельзя совершать, но ради теста можно. В этот раз хотя бы. Так, ну что. Я, кстати, не знаю, будет ли урон с ботов идти в учет. Ну, сейчас можно затестить, если мне бот успеет продамажить. Не успевает. Так, ну, отлично. У нас тут все красиво, и погнали драться. Они пока что противники, я имею в виду. Меня еще не видели. А теперь увидели. А теперь увидели. Какой стан, как же они бесят. Смотрите, ребят, просто сюда. Домой. Смотрите, фулл хп, просто фулл хп на бинте. Видите это? Видите это? Дичь. Как вам эта дичь? Фулл хп на бинте. Смотрите, просто. Зачем мне хилки на Брюсе? Зачем они нужны, когда у меня фулл хп? О, смотрите, аптечку завязал. Классно, да? Как вам, ребятки? Как вам это не имба? Не имба. А теперь представьте, что у всех старых игроков, то есть я убираю новичков, есть эти бинты. Представили, да? А у всех челиков, которые имеют максимальную прокачку, есть и теперь эти бинты. А теперь представьте с ними драться в боях командных, они когда тебе просто хилят этой... Ну, отходят на метр, отхиливаются, возвращаются с фулл хп, у них не тратится аптечка, а у вас тратится. То есть вы умираете, они нет. У них бесконечное хп. Парам-парам-пам. Как вам? И у них же, наверное, и бинты там максимальной прокачки 12 уровня, да? А разрабы, конечно, да. Конечно, гениально было это сделать. Ну вот теперь вот так, ребятки, да. Теперь вот такие реалии. Ну, кстати, победили, потому что противники друг друга поубивали. Парам-парапам. Ну, что я могу сказать? Не имбово, да? Хотя там может быть склад сильный из 4 игроков. Это нужно учитывать. Я сяду в бочку. И сейчас мы будем в этой бочке прикидываться слабеньким игроком, чтобы на меня, когда будут сильные дальники, они быканули, а я их шотнул. Такие вот простые планы у меня на шот. Врываемся красивенько. Ставим стеночку пока что. Снова врываемся. Не, они меня просто будут контролить на дистанцию, я ничего не смогу сделать. Блин. И у меня дефибриллятора нету, да? Проблема в том, что... Видите, сколько их противников, ну, я имею в виду, да, на карте. И как они меня контролят. А я не могу никого притянуть. Понимаете, в чем проблема? Я не могу никого притянуть, а меня шотают. Это сейчас капец какая проблема. Сейчас ник меня дорезает, я всех шотаю, наконец-то. Отлично, я всех шотаю. Пока что пытаюсь сделать что-то с этим. Но я пытался, ребятки. Вот просто сейчас была ситуация, когда у них адекватная команда, которая сдалека меня разваливает. А моя команда, ну, которые были возможности развалить их сдалека, ничего не делала в этом мире. Из-за этого я вот так вот сейчас пролетаю по всем параметрам. Но опять же, мог изи вытащить, не получилось просто из этой фигни. Обидно? Обидно. Ну что есть. Идем дальше. Смотреть, что у нас же теперь может Брюс. Не очень... Короче, не нравится мне это. Вся фигня, противники тебя видят, ты противников не видишь, но это бинт. Да, это минус бинта большой, это кусты теперь. Потому что тебя противники видят. Это нужно понимать и как бы идти на этот компромисс, чтобы владеть такой имбой, как бинт. Так, ну что, гранатки у нас только не хватает.
И, кстати, заметьте, как-то очень странно мне работал в прошлом бою первобытный инстинкт, то есть он не притягивал, хотя я там достаточно близко был ко всем. Ну, тоже такое. Была бы у меня команда чуть получше, было бы все поярче, поинтереснее, но что есть, то есть. Опять же, я сейчас без дефибриллятора, это тоже большой минус. Эх, ну что поделать. Тащим пока что с этим. У нас еще, кажется, в команде есть хамелеон, который бегает сам по себе. У него, кстати, первобытный инстинкт, я только что видел, да, 14 уровень. Норм. Ну, я думаю, мы сейчас затащим, короче. В общем, вот. У нас 4 бесполезных ближника и хамелеон. 5 бесполезных ближников. Та-дам! Да. Но, возможно, там не будет каких-то жестких дальников, типа змеи, типа, не знаю, что там у нас. Пингвин еще жесткий дальник против нашей команды. Если этих ребят не будет, то мы изи затащим. Если будут, то, ну, как пойдет. Возможно, противники ошибутся, и будет все красиво. Но в прошлом мы увидели. Ребята держали очень жесткую дистанцию против меня, и из-за этого я ничего им не мог сделать. Просто-напросто. Эх, ну ладно. Осталось 2 сквада, 1 сквад уже мертв. Ну, я думаю, у нас есть шансы неплохие. Осталось только эти сквады найти, хотя бы подраться с ними, а то скучно. То нету драки, то она есть. Тут я по 3 сквада зажимаю. Хоть бы немножко баланса было бы хорошо. А Лев у нас очень сильно отстает, потому что у Льва нет никаких перемещений, типа как у Брюса прыжок и копье, да? А что Лев делает? Зачем он на воду пошел? Лев, ты зачем на воду пошел? Погнали. В итоге мы разделились, нас трое. Ну, хотя хамелеончик тут близко, то, в принципе, Лев подходит. Я в кусты не хочу, в принципе, уже идти. Мне лучше, наверное, будет под домик зайти и там кого-то словить. Тут у меня просто больше шансов на то, что я смогу ближе подойти и шотнуть противника. Так, ну что у нас тут? Надо играть командно, пока что ждем, у нас хамелеон бежит. Еще. Зебра будет сейчас затягивать. Погнали. Хамелеон нам, наверное, пригодится. Не хотят, да? Зебра заманивает. Ой, я вижу там еще... А, нет, то зебра прыгал. В общем, непонятно пока что. Противники как-то боятся нас больше, чем мы их. А, они там между собой дрались. Да что ж такое? Опять они между собой дерутся. Скучно. Я тоже хочу подраться. Вот так вот берешь бинт, берешь косточку. Ну, или что, зубы вампира, да? А тебе даже подраться не против кого. Печаль, беда. Вот, кстати, смотрите, кенгуру меня продамажил. Видали? Реально такое ощущение, что дамаг, ну, подкрутку порезали. И теперь ее просто нету. Но смотрите, когда Никс 12 уровня так 14-му Никсу дамажил. Ой, 14-му Брюсу так дамажил. Никогда такого не было. Дамажили раньше очень много. Да. Ну, в 5-ром все-таки шотаю, да. В 4-ром, в 5-ром. Ну, тут я могу что сказать. Хамелеон виноват. Он играл неадекватно, и из-за этого мы проиграли. Да, такие дела. Ай, как же мне везет с этими идиотами. Мне просто слов нет. Ну, вот по-другому их не назвать же. Как можно быть нормальным игроком и так действовать? Ну, это вопрос к хамелеону, который за меня играл. Как? Так, давайте немножко заменим квесты. Вот эти бесполезные меня бесят. Я лучше бой один выиграю, или там, вон, в огне надо убить противника. Не знаю, правда, как мы это реализуем, но попробуем. Ай, да, 3 боя. Точнее, 2 боя за Брюса, 0 тест. Классно. Прям везет. Как всегда, адекватная команда попадается. 10 из 10. То их нету рядом, то они просто лезут не пойми куда, не пойми зачем. Ну, в общем, как всегда, в принципе, идеальные. Идеальные. Лутаем аптечку, там сверху ботик, надо бы за ним тоже сбегать. И убить. Не, зуба лагает непонятно почему, потому что, ну, она не может никак лагать, там нет никаких... Ничего, чтобы повлияло на лаги. Ну, кстати, заметьте, сколько я не снес обычным... Не, походу подкрутку реально убрали. Но акул мне очень мало дамажит. По сравнению с тем, что я ему дамажил, это прям небо и земля. Реально как-то убрали подкрутку. Видимо, сейчас уже нету теперь подкрутки по урону с уровней. Ну, а в рейтинг они опять снова попадают, поэтому обидно. Что там, кто-то еще есть? Акул наш здесь бегает. Капканчики поставим. Ну, вот видите, вот. Я просто залетаю, делаю один удар и все шотаю. Да как ты успел? Иди сюда. Ой. Акул странный, залетел в меня, не? Испугался, серьезно? До свидания, Тони. Прощаемся с Тони. В итоге я этого акула резнул, чтобы он меня забрал легендарный дроп, понимаете? Полезный акул. Ну ладно, пусть будет с легендарным дропом. Фиг с ним. Хотя у нас Никс был, надо было ему отдавать.
Так, ну я залетаю, потому что у меня выбора нету. Посижу в бочке. Продамажим как сможем. Ну я тут шотаю очень много. Все-таки Брюс машина. Брюс машина, которая сейчас я шотнул full squad. Опять же, мне повезло, что моя команда тоже сообразила быстренько и мне помогла. Если бы они не помогли, я бы тут, ну, не так, конечно, быстро подъехал, но шансы были хорошие. Но вы видели, бочка, притык подошел, всех шотнул, все сделал красиво, и в итоге победка. Хотя склад вы видели, там была 15-я Джейд, ну а 14 Брюс, 14 Брюс, как говорится. В общем, что по итогу, ребятки? По тесту бицухи, точнее не бицухи, по тесту бинтов можно сказать, что они хороши. Особенно в соло-боях 1 на 1 прям имба. Очень жесткая имба. Но в динамичных замесах они не очень хороши, потому что... Ну, когда динамичный замес, я имею в виду, это бои, к примеру, с 2 складами сразу, с 3 складами сразу, да. Такие бои, конечно, не редкость, но их поменьше, чем бои 1 на 1 склад на склад, да. Получается... В итоге, когда такие динамичные бои, ну, инструмент хотел сказать, предмет бинт не так хорош, но все равно можно там откайтить, там немножко времени где-то провести, почилить, да, отхилиться и быть жестким. Так, о, тут, ну, блин, ну, чё Шакул такой быстрый? Ладно, короче, давайте к сути немножко приведу, а то никак не получается. О, смотрите, как баг меня дамажит. Почти что не дамажит уроном. Хотя заметьте, сколько он мне уже вкинул урона. Очень много. То есть сейчас, наверное, все-таки убрали эту порезку для уровней. Либо уменьшили ее очень сильно. То есть раньше там, не знаю, какая была, но, блин, мне 8 уровень мог дамажить так же, как я 14 ему. То есть у нас было по дамагу одинаково с 8 уровнем. То есть вы понимаете, да? Сейчас же я вижу, когда, ну, моменты, что я намного сильнее, намного дамажней, чем какой-нибудь там 8 уровень. Прям в разы дамажнее. Хотя, вот видите, халат используется, такие молодцы. То есть ребятки начинают эволюционировать в игре. Это хорошо. Начинают думать. Блин, я так по бинту не договорил. В общем, если бой склад на склад, то круто. Если соло-бой, то круто. Но соло-бой, опять же, там, когда противников, ну, максимум 2-3. То есть, если уже больше, то уже тяжело. И если, наверное, еще... какой-то динамичный бой, но при этом у вас есть возможность там маневрировать, немножко отойти в бок, тогда тоже ок. Тогда тоже бинт себя показывает прям идеально, вам не нужна, по сути, аптечка. Ну, если зубы вампира еще есть, вообще кайф. Но если бои там динамичные, которых вам нужно постоянно танчить, бинт себя показывает не с лучшей стороны. Да, он хилит, но он быстро пропадает. Так, ну тут убежал красавчик на акуле. Ой, а кто это у нас тут такой бежит? Смотрите, сколько мне дамажит. Смотрите, 10 уровень практически не дамажит меня на Джейд. 10 уровень Джейд мне снес одним ударом. Чтобы вы понимали, там, я не знаю, ну... Не знаю, ну, одну 10... Нет, даже меньше 1/10. 1/12, 1/15 хп. Понимаете, насколько мне 10 Джейд только что мало задамажило? А это значит что? Что реально убрали эту порезку. Ну, это прям видно очень сильно сейчас. У меня, кстати... А, ну ладно, это не получится потестить. Я думал сейчас первым уровнем как-то зайти потестить это все. Но не получится. Хотя... Ну... Скорее всего нет, скорее всего нет. Итак, нам осталось добить просто несколько противников. Что по итогу, ребятки? Патч 4.29. Завезли баланс, который убрал подкрутку низким уровнем. Причем очень серьезно убрал. Прям жестко убрал. И теперь бинт это имба. В большинстве случаев. Да, не во всех, но в большинстве. Такие вот интересные дела. То есть, если бинт сочетать с скоростными предметами, то есть бинт, около... Пусть будет бинт, дефибриллятор, сандали святого и ботинок. Да? Это командный бой, условно. На каком-нибудь персонаже, у которого нет гранат. Да? Чтобы кассетку не ставить. Ну, пусть будет какая-нибудь Яра, вот, да, условная. Оно бегает, оно дамажит, у нее бесконечное хп. Что еще нужно этому персонажу? Для победы. И еще и ресет союзников. Как вам? Звучит круто, да? Вот такие вот реалии у нас в зубе становятся. Опять же, есть еще феромоны имбовые, есть еще бицуха имбовая. И тут уже начинают вопросы, а где 6 слотов, а где 8 слотов? Как это все играть, как все впихнуть и сделать супер имбу? Непонятно. Поэтому, скорее всего, придется чем-то жертвовать. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот сегодня Брюс.
Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.